Жакетик в стиле Шанель. А если быть точнее, то это видео о вточном рукаве. Сейчас я немножечко покажу сам жакетик, который я вязала 3 года назад. Но, как по мне, он актуален и сейчас. И вот сейчас на весну, мне кажется, замечательно его можно носить и с легким платьем, и с какими-то другими вещами, джинсами. Я вдохновлялась каким-то коротеньким жакетиком, не только Шанель, хотя, конечно же, Шанель присутствовала. Но я понимала, что есть общие какие-то тенденции. Это длина, 3/4 рукав и объемная вязка. Ну и в итоге я как бы для себя определилась, что мне нужен вот такой вот свитерочек. Выбрала я вот эти ниточки, Перуерна Италия. Они, получается, достаточно легко вяжутся, потому что у меня ушло 6 моточков неполных, 280 грамм на крупных спицах. Вот какой он мягенький, этот моточек. Два цвета я использовала. Очень-очень приятная, ну, нить и в носке, и в вязании. Она не крученная, она такая как бы пушистенькая. Вот. Есть нюанс, конечно, она немножечко скошлатится, может быть, со временем. То есть я периодически катышки убираю. Вот. Но не при стирке она не села, она не растянулась. Вот 3 года, в принципе, я довольна вещью. Поэтому рекомендую, цена на нее не, ну, недорогая сейчас. Что по свитеру? Смотрите, я вязала отдельными деталями, вязала снизу, причем набирала самым обычным способом. Как бы у меня получилась обычная косичечка, ничего особенного. Закрывала я просто тоже край, я делала, снимала первую петлю, то есть тоже не было какого-то особого края, я никак не обрабатывала его. Это обычный рис, лицевая, изнаночная. На рукаве у меня есть прибавочки, я сшивала рукав, хотя в принципе все эти вещи можно вязать по кругу, как и рукав, так и ну, тулуп. Но у меня не было на тот момент маленьких спиц, маджиком лупом я не люблю вязать, вот, поэтому пришлось делать вот такие шовчики. Вот. Хотя сейчас я уже пожалела, как бы вот сейчас бы я уже не делала вот этот шов, потому что с внешней стороны его не видно, с лицевой, но с изнанки все-таки он виден. Вот. То есть все-таки я вам рекомендую ну, вязать вот полностью весь тулуп не отдельными вот такими частями, а цельно. По крайней мере, до проймы, а потом разделять. То есть вяжете целиком, а потом разделяете уже наперед и на... Вот немножко там катышки попадаются, но ничего. Значит, из отделки, в общем-то говоря, вот у меня только пуговичка здесь такая, и то это так на любителя. У меня немножко расходится. Я хотела, чтобы она фиксировалась как бы над грудью, вот только вот эта часть. Я люблю носить шарфы, и мне нормально было как раз. Теперь по поводу вточного рукава. Вот, он у меня немножко спущенный, то есть я не делала такой окат, который прям как в пиджаках. Рукавчики у меня вот 3/4. Ну, мне хотелось выйти на длину с изделием. Плюс есть прибавочки в рукавах. Вот видите, тут, в принципе, их практически не видно. По-моему, 4 прибавки. Ну, по схеме я покажу там. Вы увидите. Да, 4 раза я прибавила. Поэтому, если у вас руки более полненькие, вы хотите шире рукавчик, ну, может быть, добавьте на несколько раз больше. Плюс вот этот цвет, который вы видите, вот это разделение, это не потому, что мне не хватило ниток, я просто так захотела. Ну, вот так. Не знаю, вот мне просто эти два цвета серенькие, мне этот очень понравился, и вот я так решила так вот поделить. Ну, это дело вкуса, делайте как вы хотите, вяжите из одной нити. Надо было, конечно, поморочиться немножко, вшить рукав, он не сразу слег. Я немножко дальше объясню, в чем там суть. То есть я расскажу лайфхак именно как вшивать на сутулую немножечко осанку. А теперь давайте по размерам. Вот у меня почти 10 сантиметров идет сама горловина, она ниже, чем спинка. 37-38 сантиметров у меня идет по переду. Сами плечики у меня, по-моему, там 9-9,5, ну, до 10 максимум сантиметров получается.
На рукаве тоже там, по-моему, 38, ну, до 40 сантиметров максимум. На схеме будет более точный размер, потому что как-то так сложно. И если сложить изделие ровно, ну, он как бы у меня ровно без расклешения какого-то или там сужения связан, то, по-моему, там будет сейчас 44 сантиметра. Я небольшого размера, то есть я покупаю вещи XS, чтобы вы понимали. Поэтому, конечно же, возможно, вам для верхнего изделия, для жакетика 44 сантиметра будет маловато. И рост у меня небольшой, у меня там и метра 60 нету. То тоже длина там 49 сантиметров, 48-49, ну, то есть вам может быть коротковато, возьмите, сделайте его там 55, к примеру, 54 сантиметра, удлините немножечко. По поводу вязки я показывать не буду, мне кажется, вязка очень простая, вы ее и так знаете, как бы одна лицевая, другая изнаночная. Единственное, что тут вам, ну, понадобится дополнительно, это крючок, чтобы обвязать вот так вот горловину. Я долго думала, как закончить, но в итоге вот так вот крючком мне понравилось больше всего. Ну, плюс я вышла на вот такую петелечку милую, которая мне нужна была для пуговки. Вот, собственно говоря, и все. Все расчеты я даю в схеме. Смотрите схему, скачивайте. И также послушайте мое объяснение по вточному рукаву, по окату. Итак, давайте разберемся с осанкой. Ну, у нас есть на первой картинке ровная осанка, есть немножко сутулая. И вот показана выкройка рукава и вточной рукав именно на ровную осанку. Чем он отличается? Мы всегда вшиваем вот полностью вертикально вот так вот, то есть без каких-то углов. А теперь давайте посмотрим разницу на ровную вот осаночку, да, выкройка, которая ровно вшивается, и сутулая. Если вы увидите зеленый такой треугольничек, это под углом расположенное плечо, да, или вот этот рукав, который мы вшиваем под углом. Ну и даже если у вас ровная осанка, то жизнь показывает, что все мы любим засовывать ну, руки в карманчики и немножко наклонять плечико, потому что сидим за компьютером. И в итоге, в общем-то, иногда вот эта такая выкройка может вам пригодиться. Давайте сейчас пройдемся просто по выкройке вначале. Я объясню основные все размеры, основные по деталям, по переду, к примеру. У нас 44 сантиметра, по 23 петли было у меня связано, я набирала по каждому полочке передней. Вот, провязывала я 28 сантиметров. Но я вам рекомендую набирать вместе со спинкой и не делать вот эти боковые швы. Вот, чтобы не надо было вам ни матрасным швом шивать, ну, никаким не искать. Вы вяжете это все до проймы, до рукава. И начинаете потом убавлять по одной петле. Петле 3 раза надо убавить. Ну, тут уже не важно, вяжете вы это отдельно или вяжете вы вместе. Вы и спереди, и сзади, вы по одной петле с двух сторон в каждом лицевом ряду вы убираете. Потом я провязала еще 15 рядов до того цвета, которого мне надо было. Ну и после этого у меня было уже 22 ряда провязано до ката рукава. По поводу плеча. Плечо я разделила, ну, у меня всего лишь один укороченный ряд, то есть я на 2 ряда больше провязала, как бы, потому что там всего лишь 9 петель, это, ну, очень маленькое плечо, но мне надо было создать небольшой скосик, поэтому получилось 24 ряда вот в этом месте. Здесь у нас 6 петель, ну 6 рядов точнее всего лишь. Ну и мы начинаем вязать пройму. Как пройму я вязала, дальше в схеме я сейчас объясню, там попетельно показано будет.
поэтому не переживайте. По поводу рукава, ну, даны размеры тоже, вот 76 рядов одного цвета, 17 рядов другого цвета. Также должно, ну, указано, что у полочки 37 сантиметров по переду, между проймами рукавов. Если вы больше размеров, соответственно, вы должны будете перерасчет сделать и связать больше. Ну и опять-таки, вы не обязаны вязать и разделять на вот этот цвет, на серый. Можете все вязать, все вместе одним цветом. По рукавам у меня прибавки. Вот мне написано, где у меня прибавочки, что я 4 раза прибавляла. Давайте еще глянем на спинку. Здесь указаны в сантиметрах уже размеры. Те же 44 сантиметров, ну, потому что я их вместе складывала, мерила изделия. Но на спинке у меня немножко больше петель, у меня 47 петель набрано, соответственно, 41 петля у меня идет по самой точке между проймами. Так, аналогично у меня сделано скосы ну, на выход на спинку, да, то есть я убавляла в пройме 3 петли с двух сторон, ну и размеры указаны. Перепроверьте, если вас эти размеры устраивают. Особенно вот ширина рукава у меня указана 30 сантиметров по самой широкой точке вот здесь. Перепроверьте, чтобы у вас ну, рука тоже влезла, потому что, я же говорю, я маленькая. И по поводу вот этих 22 рядов вот этого цвета, тоже, возможно, я очень мало дала на росток. Я все-таки вам рекомендую провязать немножко больше, потому что все-таки росток вяжется хотя бы там 3-4 сантиметра, а не 2 ряда. Вот, как у меня, поэтому, ну, это маловато. Вот, но мне нормально, у меня тут широкая горловина, ну, как бы по заду, мне это нравилось. Опять-таки, если вам не нравится, сделайте немножко меньше. Сделайте шире плечо, там не 10 сантиметров, а 12, к примеру, и тогда у вас меньше и горловина будет. То есть в сантиметрах даны все размеры, перепроверьте себя, если вам подходит этот расчет, то вяжите. Вязала я, напомню, на спицах четверка, пятерка, я написала это, но, возможно, плотность у вас не будет совпадать с моей. Теперь по поводу оката рукава. Он у меня не асимметричный. Вот у меня указаны количество рядов и количество петель по низу, просчет по петлям. Вот это середина разделения, да, между спинкой и передом. И этот окат рукава, вот 17 петель по спинке, 17 петель по этому, они у меня не асимметричны. Сейчас я объясню почему. Все вы знаете, вот есть 3 схемы с правой стороны, показано, как мы можем сделать вточной рукав. Но с левой стороны сверху рисунок такой, это когда мы вшиваем, определенная методика вшивания рукава, такая выкройка на пиджаках, когда вот именно есть некая, ну, надо посадить на фигуру с немножко окатыми плечами, или даже не окатами, а сутулыми плечами, да. Снизу вязаная вот окат показан абсолютно симметричный. Поэтому если вы имеете ровную осанку, вяжите как здесь, просто симметрично. То есть не надо имитировать верхнее, как вверху показано, или как мой, вот как у меня показано на схеме. То есть если вы знаете, что вы абсолютно имеете хорошую ровную осанку, у вас не будет вот этого асимметричного такого, как пузика, да, ну вот с выступом. То есть вы просто промеряете свою ширину плеча, рукава, извиняюсь, и понимаете, что вы делаете. Или вы делаете симметрично, как по переду, или делаете по широкой части, или симметрично, как по спинке, по более узкой части у меня. У меня здесь всего лишь 34 петли. У меня, ну, как бы очень крупная вязка, поэтому посмотрите, как бы, как у вас будет. Возможно, у вас и петель больше будет, если вы плотнее меня вяжете. Так, теперь по поводу горловины.
Я даю вам тоже вот по петлям, по количеству петель, горловину на спинке, вот этот окатик, и окатик по горловине по переду. Также я указываю 2 кромочные, они здесь есть, и у меня не совпадает количество петель по переду и по спинке. То есть если вы их сложите, там, по-моему, одна петля, ну, не попадет. Почему? Почему так получается? У меня как бы плечики, можно так сказать, спины, они на одну петлю больше, чем плечо переда. Ну, потому что вы прекрасно знаете, что на спине у нас всегда есть как бы лопатка. У нас, если мы шьем изделие, мы всегда делаем маленькую выточку туда. Поэтому вам надо будет по плечу спины сделать как бы как припосадку. Да, то есть аккуратненько вот эту петлю, когда вы будете сшивать это или матрасным швом, 2 полочки, да, переднюю полочку со спинкой, то вы эту одну петлю должны как бы как присобрать, да, для того, чтобы оно село у вас по спине лучше. Вот такие рекомендации. И, конечно же, как всегда, схему вы можете скачать под видео в инфобоксе. Вся информация дополнительная будет тоже в инфобоксе с этой схемой. Пользуйтесь в своих личных целях. Бай-бай!